Экономики стран Балтии и Финляндии испытывают серьезное напряжение из-за собственных европейских санкций. К ним больше не ездят туристы, бизнес не инвестирует, порты и автомобильные компании теряют грузы. Жить без российских туристов, инвесторов и бизнесменов оказалось не так просто, поэтому они просят денег на возмещение потерь от антироссийских санкций. Экономики стран Балтии и Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций Евросоюза против России и сокращения приграничной торговли, пишет Политико. Теперь они требуют от Еврокомиссии финансовую поддержку. Требования будут озвучены на саммите стран Восточной Европы в Хельсинки 16 декабря. По словам министра по европейским делам Литвы Сигитаса Миткуса, региону требуется особое внимание, так как геополитическая ситуация негативно сказалась на инвестициях и развитии бизнеса. Министр финансов Эстонии Юрген Лиге заявил, экономика Эстонии пострадала больше всего от войны. Появилось множество проблем с инвестициями и рабочими местами. Собственно, я уже не один раз говорил на наших каналах, что география и политика, они всегда будут идти за руку. И ссориться им нельзя. Еврокомиссия готова оказать финансовую поддержку. План поддержки возглавляет комиссар по региональной политике Рафаэлле Фитто. Однако на большие объемы денег в ближайшие годы Прибалтики и Финляндии рассчитывать не приходится. Бюджет Евросоюза почти исчерпан, а новая многолетняя финансовая программа вступит в силу только в 2028 году. По оценке дипломатов, масштабной финансовой помощи в ближайшие годы ждать не стоит. Эти регионы особенно сильно пострадали из-за снижения туризма, инвестиций, а также из-за резкого падения объемов приграничной торговли, пишет Политико. Экономики стран Балтии и Финляндии с 2022 года столкнулись с сочетанием сразу нескольких шоков: утратой транзитных потоков и деловых связей с Россией, ростом издержек в энергетике из-за отказа от российских ресурсов, сокращением инвестиций и туристического потока на фоне геополитической неопределенности, говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК Финам. После начала СВО эти европейские направления сразу потеряли ключевой рынок въездного туризма – Россию и Украину. Доля российских туристов, которые ездили в приграничные с Россией европейские регионы, достигала до 20%. После февраля 2022 года число туристов из России упало на 80%. Более того, собственные туристы из других европейских стран тоже стараются не посещать прибалтийские страны из-за страха путешествовать по территориям, с которыми рядом происходит военный конфликт. В 2022 и 2023 годах европейские туристы массово отменяли забронированные ранее поездки в эти страны. А теперь и просто игнорируют их. Это бьет по туристическому бизнесу, так как отели остаются недозагруженными, некоторые даже закрываются. Пострадали также морские круизы по Балтийскому морю. Ситуация в странах оказалась еще хуже, чем была в ковидный 2020 год. Инвесторы теперь тоже игнорируют Прибалтику и Финляндию. Во-первых, Россия была для них десятилетиями важным инвестором. Во-вторых, сами европейцы обходят стороной эти регионы. Приграничная торговля с Россией остановилась окончательно после начала СВО. Проблем в экономике этих стран достаточно много, но одна из главных – это потеря российского рынка для экспорта своих товаров, как из-за их собственных санкций против России, так и из-за российского продовольственного эмбарго. До 2014 года Литва и Латвия неплохо зарабатывали на экспорте в Россию своего продовольствия, а также на аренде портов и портовой инфраструктуры для российских и белорусских предприятий. Особенно хорошо они зарабатывали на транспортировке российских и белорусских минеральных удобрений. Существенный доход приносили автомобильные перевозки западных товаров в Россию. Литва еще получала доход благодаря доставке грузов и пассажиров в Калининград по железной и автомобильным дорогам, говорит Наталья Мельчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Наиболее чувствительными оказались сектора логистики и портового бизнеса. Падение оборотов в ряде крупнейших портов, зафиксированное в 2023-2024 годах, стало прямым следствием перестройки торговых маршрутов и ограничений на российские грузы, говорит Кабаков. Только в 2023 году порты Прибалтики лишились 10 миллионов тонн грузов. Одновременно усилились и внутренние структурные проблемы. Нехватка рабочей силы, демографическое давление, рост оборонных расходов, что создает дополнительное фискальное напряжение, добавляет эксперт.
Жить и вести бизнес стало дороже еще по одной причине. Из-за отказа от более дешевого российского газа в пользу более дорогого СПГ. А также отсоединения Прибалтики с февраля 2024 года от единой энергетической системы БРЭЛ. Последняя позволяла маневрировать мощностями электроэнергии между 5 странами – Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия. Страны Прибалтики получали дешевую российскую и белорусскую электроэнергию, когда надо было, а теперь им приходится покупать ее на местных хабах в разы дороже. После выхода из БРЭЛ цены на электроэнергию в 3 прибалтийских странах выросли на 50%, причем цены растут каждый раз, когда наблюдается похолодание и безветрие. Потому что возобновляемые источники энергии не справляются. В Эстонии даже хотят ввести с 2026 года плату за надежность энергоснабжения для покрытия затрат на электроэнергию в периоды низкой генерации ВИЭ. Такова цена энергетической независимости от России. После 2022 года цены на газ и электроэнергию в регионе проходили через периоды резкого роста и высокой волатильности, частично вызванной санкционными ограничениями и экстренной диверсификацией поставок. Энергетическая перестройка обошлась странам дорого, увеличив себестоимость бизнеса и сдерживая инвестиции в производство. В результате в экономике закрепился более низкий темп роста по сравнению с докризисными ожиданиями. А ряд регионов Балтии, особенно зависимых от торговли и портовой логистики, испытывает долгосрочное давление на доходы и занятость, говорит Кабаков. Когда эти 3 страны прекратили все экономические отношения с Россией, стало хуже только им самим. Темпы роста очень невелики, экономика стагнирует, а где-то слабый рост уже сменился стагнацией или небольшим, но все-таки падением. В 2024 году из 3 республик Прибалтики рост показала только Литва на 2,7%, но скорее это был восстановительный рост после спада 2023 года. ВВП Эстонии упал на 0,3%, Латвии на 0,4%. В третьем квартале 2025 года экономика Литвы выросла на 1,7% в годовом выражении, но для этой страны такие темпы роста очень невысоки. При этом экономика Эстонии выросла только на 0,6% год к году, а ВВП Латвии упал на 0,3% год к году, говорит Мельчакова. В Финляндии схожая по проблемам ситуация и экономика стагнирует. Судя по всему, тяжелее справляется с ситуацией Эстония и Латвия. Буквально недавно стало известно, что жители Эстонии больше не могут позволить себе покупать продукты питания в прежнем объеме. По данным Евростата, среди 25 стран Евросоюза именно Эстония опустилась на последнее место. Сравнивали сентябрь 2025 с тем же месяцем 2024 года. Из-за падения объемов продаж. Продовольственные сети подтверждают тенденцию к покупке меньшего количества и более дешевых продуктов. Причина в росте налогов и цен. Из-за роста налогов и цен наши люди больше не могут позволить себе покупать продукты в прежнем объеме. И мы снова возглавили очередной антирейтинг. Погоня за скидками и замена привычных продуктов более дешевыми аналогами уже много лет является для людей повседневным способом сэкономить. Прокомментировал данные Евростата директор Эстонского института конъюнктуры Петер Раутсеп. По его словам, снижение объема розничных продаж продуктов питания продолжается в стране уже 3,5 года. Со 2 квартала 2022 года. На этом фоне запрос стран Балтии и Финляндии на дополнительную финансовую поддержку Евросоюза выглядит обоснованным. Малые и открытые экономики региона несут непропорционально высокие издержки геополитического разрыва и вынуждены одновременно инвестировать в энергобезопасность и оборону, заключает Кабаков. Вопрос, сколько может выделить Евросоюз? Ну а по нашим данным, Евросоюз там выделит совсем копейки. Точных цифр мы пока сказать, конечно же, не можем, но денег у них попросту нет. И именно поэтому они так нацелены на российские замороженные активы. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.